Реальная тренировка дров спортсмена в минус 30, даже может быть минус 28 было. Хороший день солнечный после обеда, без всякого пафоса, чистая работа, удовольствие, попить чай и расколоть пару кубов дров. Спрашивали меня про Багор от Фискарса, вот он в работе. Очень удобно им работать, особенно зимой мне понравилось, потому что ничего не надо переворачивать. Напрягается спина минимально, ну напрягается безусловно, но намного меньше, чем если бы я нагибался за каждой чурочкой и ее выставлял. Для работы использовал Багор 22 от Фискарса, 32 Фискарс для того, чтобы пластить, и новый колунчик от Деу 1,7 килограмма, 1700 модель. Такая вот работа, очень приятная. Мороз хоть чувствуется, но работа хорошо. Хайкеры сегодня одел, впервые наколку дров. Тут телячья замша, там внутри мех топовый, овечьей шерсти. Насчет этих хайкеров, кстати, было много вопросов. Я в очень приятном удивлении от качества вообще этой обуви. Вот отдельные даже несколько роликов есть, по-моему, 2 ролика уже на YouTube есть, вот, про эти хайкеры. Вообще про них можете мне писать, расскажу поподробнее. Я прям от души желаю каждому подобную обувь или даже такую же иметь, носить, мужикам особенно. Самоощущение абсолютно другое, конечно же, в такой обуви. Да, можно работать в чем угодно, и это действительно так. Вот, но это тоже не совсем верно. Допустим, когда очень холодно, не будешь ты в чем угодно работать, ты будешь в том, в чем тепло. Вот, допустим, вот за 1500-2000 рублей ботинки, да, и сапоги, да, я вот у них колол дрова часто. Зимой нога быстро потеет, и она быстро замерзает, мокрая. Да? Вот, а вот в этой обуви она вообще мне не потела, абсолютно. Вот. Но я уж не говорю про то, что их шили вручную, да, это ручная работа. Я вымерял объем там стопы, там все до миллиметров, скидывал, и это прям на меня отшивали. Левую ногу и правую ногу, все четко. Вот, она облегает определенным образом, да. Поэтому это вот такое, моя рекомендация по обуви. Я до этого покупал с Wildberries за 3, за 4, за 5 тысяч рублей обувь. Мне казалось, что она хорошая. Пока я не попробовал вот эти хайкеры М58 они называются. Если бы не попробовал, не знал бы.
сказать, пока доволен. Посмотрим. Час-полтора, чтобы они хорошенько вымокли, пропотели. Какие ощущения будут. Пока очень даже приятно. Что сейчас будем носить. Опластил маленько. У Део, кстати, очень такая эргономика достойная, да, потому что Фискар сам я работал всю дорогу и есть с чем сравнить. Очень достойная. Ждем, конечно, от них моделей, которые потяжелее, вот, по 2 килограмма. Но вообще я пока в хорошем впечатлении, позитивном, да, насчет этого бренда, насчет колунов и топоров от этого бренда. Очень хочется, чтобы еще были тяжелые модели.
Я считаю, дров тренировки нужно устраивать 2 раза в неделю, даже можно 3. Вот, без фанатизма каждый день не надо, это как и в любом другом деле или и в любой другой физической нагрузке и спорте, это лишнее. Вот, пару раз в неделю в удовольствие от работы, где-то можно и поднапрячься побольше, да, но не надо каждый раз напрягаться, потому что это выгрузка и физическая, да, и нервной системы, ну это лишнее. Вот, а пару раз в неделю это вполне себе, вот, даже если один раз, это уже хорошо, это уже классная разгрузка от стресса, да, хорошая нагрузка физическая, и это удовольствие. И это все-таки для дофаминовой системы тоже тренировка. Ты колешь дрова, видишь сразу же результат, получаешь удовольствие. Это круто. Обязательно с собой взять кофе или чай, кому что нравится. Я взял с собой чай. Перчатки на морозе ни в коем случае никуда не складывайте, как только с рук их сняли, а спрячьте также вот, например, в нагрудный карман или себе на грудь и застегните курткой, чтобы они у вас грелись. Потому что они очень быстро заледенеют, они очень быстро станут твердыми, очень быстро это все замерзнет, и вы будете страдать от этого. Ни в коем случае никуда их не кладите, потому что быстро на морозе они начнут схватятся, станут ледяные, твердые, потом это все будете в мерзлых перчатках колоть дрова, и это будет бить по вашим пальцам, и по вашим суставам, и по сухожилиям, и так далее. Не нужно это делать. В чай добавляю такой продукт, называется продукт номер 1, да? Там, насколько я помню, прополис. Очень крутая вещь, тоже можете написать, расскажу поподробнее где-то в комментариях, если кому-то будет интересно. Очень серьезная вещь, стоит причем достаточно маленьких денег, там, по-моему, рублей 300-400, что-то такое. Бутылек, но его хватает на очень долго, на пару месяцев. Очень серьезная вещь для здоровья.
я что-то вижу, что я как-то немножко будто в ямке стоял, да, и решил разбить вот эту чурочку, и, на которой пластил. Вот прямо этим же колунчиком легеньким. И размельчить ее, распластить, размельчить, да, и убрать ее вообще отсюда. И уже колоть на том вот большом, да, камле. Это даже половина камля, его мужики распилили, чтобы, очевидно, загрузить в газика на деляне. Тяжелый был. Как я вообще тренируюсь по колке дров, то есть я стараюсь либо в ровном темпе держаться, да, либо где-то я ускорился, продышался, прям так хорошо так задышал, пульс поднял, потом пульс на обратно откатил, да, вот где-то циклами, чтобы где-то и кайфануть, ну, не, так скажем, не закисляться в одном темпе, в одном пульсе, в одном режиме, где-то вот поиграть так вот. Вот, то есть я так стараюсь, чтобы было это интересно и для меня, и для организма, и для тела.
Такая вот дров-тренировка получилась на морозе. Пару часов удалось подышать сегодня. Хорошо прям. Я очень был рад. Еще в коротких роликах отдельно выгружу. Такая интенсивная работа получилась, да, здесь в длинном ролике она такая более монотонная, да, спокойная, там прям в некоторых длинных, в коротких, то есть прям хорошо помахал. Вот, поэтому занимайтесь спортом обязательно, подтягивайтесь. Вот я подтягиваться сейчас стал, уже 8 раз подтягиваюсь, буквально за недельку, с 4-5 догнал до 8. Вот, но 8 раз, но опять же в этом вот тяжелом, так скажем, одеянии, тяжелой одежде, но уже нормально. Ну все, занимайтесь дров спортом. Всем добра.